После объединения восточной части Великой Степи в 1206 году Чингисхан практически сразу перешел к внешним завоеваниям. В следующем году Чингисхан послал своего сына Джучи покорить лесные народы Восточной и Южной Сибири. В 1207-1208 годах Джучи относительно мирно подчинил себе лесные племена Восточной и Южной Сибири, енисейских кыргызов и северные сибирские народности. Население присоединенных земель обязано было выплачивать дань и поставлять воинов. Чуть позже войска Чингисхана выступили против соседнего тангутского государства Си-Ся, Западная Ся. Название государства для нашего слуха звучит забавно. Официальное название – Великое государство высокой белизны. Ну просто реклама моющего средства. Белизна 3 в 1. Что ни говори, а высокопарное название им не помогло. Чем примечателен этот поход? Во-первых, это была первая большая война и впоследствии подчинение крупного и оседлого государства. Во-вторых, армия Чингисхана получила опыт штурма укрепленных городов. В-третьих, согласно летописям, на обратном пути Чингисхан умер. Но об этом расскажу и в конце видео. После него правителем стал Угедей, который в 1231 году совместно с Талуем повел войска на империю Цзинь. Итак, друзья, заваривайте чай или кофе, садитесь поудобнее и слушайте историю. Зачем Чингисхан предпринял этот поход? Предположительно, Чингисхан уже объединил монгольские племена и искал внешнего врага, чтобы сплотить их, и монголы не воевали друг с другом. Кто такие тангуты? Тангуты – народ тибето-бирманской группы, говоривший на тангутском языке. В культурном и языковом отношении были ассимилированы монголами и китайцами, а также родственными тибетцами. В 982 году тангуты создали в Северном Китае государство Си-Ся. Большая часть населения исповедовала буддизм. Западная Ся – это мощное государство, контролировавшее ключевые торговые дороги Шелкового пути. У них была крепкая армия, развитая культура и письменность на основе китайского и тибетского влияния. Тангутское государство находилось между Монголией и Цзинь, что делало его ключевым регионом. В 1205 году Чингисхан потребовал от тангутов военной поддержки в войне с Цзинь. Конечно, конечной целью этой кампании Чингисхана было завоевание империи Цзинь. Тангутский император Ли Ань Цуань ответил с насмешкой: «Если у тебя не хватает сил, зачем называться Каганом?» Конечно, были и экономические мотивы экспансии. Богатство Си-Ся, золото, шелк, зерно привлекало монголов, которое нужно было для продолжения войны. Также опытные ремесленники тангутов могли усилить монгольскую армию. Поход 1205 года был небольшим рейдом. Целью было не захватить, а проверить обороноспособность соседей и прощупать территорию. По сведениям, это был небольшой отряд из всего 3000 всадников. Они захватывают город Вулань, ныне провинция Ганьсу. Монголы грабят караваны, уводят пленных. Они захватили огромную добычу, в особенности большое количество скота, ценного для обитателей степи. Но не остаются. Монголы не пытались держать позиции, они вернулись с добычей в Монголию. Это была, скорее всего, психологическая атака, показать силу и заставить Ся опасаться. Тангуты укрылись в неприступных крепостях. В 1207 году Чингисхан участвовал в походе на Си-Ся лично, поставил перед войсками задачу уничтожения тангутского государства. Двигаясь прямо на юг по территории Си-Ся, монголы достигли гор Каланшань, и здесь были блокированы тангутскими войсками. Всю зиму 1207-1208 годов они грабили окрестности, но добиться значительного военного успеха не смогли. Из этого похода монголы привели множество пленных, в том числе ремесленников и военных специалистов, которые помогли монголам освоить способы взятия укрепленных городов. Чингисхан усвоил из этого урок и вновь послал армию, только более подготовленную в поход на тангутов.
монголы осаждают крепость Урахай. При помощи осадных орудий была взята эта Тангутская крепость. 1209 год. Весной 1209 года монголы в третий раз пошли войной на тангутов. Из двух больших сражений одно закончилось победой монголов, второе – победой тангутов. Победив, тангуты не проявили решимости закрепить и развить успех. Поэтому в октябре 1209 года монголы впервые появились под стенами столицы Сися, города Джунсина, в современных источниках Инчуань. Монголы пытаются затопить город, разрушив дамбы на Хуанхэ. Это им удается, и в городе начинается паника. Тангутский император признает власть Чингисхана, отдает дочь в жены и обещает войска для войны с Цзинь. Но на этом война не заканчивается. В 1217 году тангутский правитель Ли Цзуньсянь отказывается послать войска против Хорезма. 1218 по 1220 годы монголы, занятые войной с Хорезмом, лишь совершают карательные рейды на Ся. Но Чингисхан не был бы великим ханом, если бы не довел дело до конца. Он не забыл предательства тангутов. К 1226 году Чингисхан, разгромив Хорезм и подавив мятежи в Средней Азии, вернулся на восток, чтобы окончательно уничтожить государство Западная Ся, и начинает полномасштабное вторжение. Монгольская армия методично захватывает города, применяя китайскую осадную технику. И окончательную точку поставила битва при Хэшуи в 1226 году. Чингисхан лично командовал армией и помогал ему его полководец Субэдэй. Субэдэй является главным военным стратегом Чингисхана и Угэдэя. Он руководил более чем 20 кампаниями и выиграл 65 генеральных сражений, во время которых он завоевал больше территорий, чем любой другой полководец в истории. Тангутами командовал генерал Ма Цзуньлян, номинальный император Ли Дэван. Численность армии Чингисхана составляла, по историческим данным, 50-70 тысяч всадников, включая союзных уйгуров и китайцев. Численность тангутов – примерно 100 тысяч человек, включая пехоту, тяжелую кавалерию и китайских наемников. Сражение произошло у реки Хэшуй, современная провинция Гяньсу, Китай. Тангутская армия заняла выгодную позицию. Фланги были прикрыты горами, поэтому затруднен обход конницы. Перед фронтом широкая болотистая пойма, замедляющая атаку. Часть войск была укрыта в засаде за холмами. Чингисхан, зная о преимуществах противника, избегал лобовой атаки. Вместо этого он выманил тангутов ложным отступлением. Он заблокировал возможные пути отхода, отправив отряды Субэдэя в тыл. Он также использовал китайских инженеров, чтобы соорудить понтонные мосты и обойти болото. Эта битва напомнила отрывок из фильма «Барон Мюнхгаузен». Утро, битва началась. Полдень, война, и вечером победа и оркестр. Через 20 минут начнется война с Англией. А где наша гвардия? Гвардия где? Очевидно, обходят с флангов. Кого? Всех. Значит, вы объявили войну Англии? Нет. Нет? Пока еще нет. Война начнется 4 часа. Где командующий? Без 10 4. Успели. Их счастье. Честь имею! Монголы имитируют паническое бедствие после короткой стычки. Тангутский генерал Ма Цзуньлян, решив, что противник слаб, приказывает преследовать их. Тяжелая кавалерия Сися увязает в болотистой местности, теряя строй. Полдень. Разгром. Монголы разворачиваются и атакуют растянувшиеся тангутские колонны. Субэдэй ударяет с фланга, отрезая путь к отступлению. Тангутская пехота, оставшаяся без прикрытия, вырезана. Финал. Вечер. Остатки армии Сися бегут к Лянчжоу, но монголы перехватывают их у переправ. Погибает около 70% тангутского войска, включая генерала Ма Цзуньляна. Битва при Хэшуи стала образцом монгольского военного искусства и предопределила судьбу Западного Ся.
После нее у тангутов не осталось сил для сопротивления. В итоге монголы уничтожили тангутов. Это был редкий случай, когда монголы целенаправленно истребили врага, а не включили его в свою орду. Существует миф о проклятии тангутов. Умирающий генерал Ма Цзуньлян якобы предрек: Кочевники не будут пировать на нашей земле. и согласно летописям, в 1227 году Чингисхан умер от ранения, полученного в этой кампании, или падения с лошади. Но версия о тангутской принцессе, убившей его, тоже существует.